Это новый выпуск подкаста Vision, куда я пригласил бизнес-ментора, стратега Жексена Васильевича. Если ты часто сталкиваешься с выгоранием и не можешь достичь своей цели, тогда этот выпуск идеально подходит для тебя. Выгорание – это прежде всего, это ты вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно. В новом выпуске мы с Жексеном Васильевичем поговорили о важности ошибок. Ошибки – это хорошо. Очень важно правильно относиться к ошибкам. О предпринимательстве. Предприниматель – это тот человек, который прыгнул со скалы и на лету пытается собрать самолет. И о том, как же все-таки обучение облегчает нашу жизнь на пути к цели. Представьте, я сегодня тренировался с чемпионом мира по боксу. Обязательно досмотри этот выпуск до конца. Здесь огромное количество инсайтов. Не забудь подписаться. Для нас с командой это очень важно. И поставить лайк. Приятного просмотра. Ну что, друзья, продолжаем с вами исследовать в нашем втором сезоне тему мышления, психологии. И сегодня я просто не мог не позвать этого человека на тему целеполагания, на тему выгорания, работы, продуктивности. Это Жексен Васильевич. Жексен Васильевич, скажите, как вас правильно позиционировать? Ну, не знаю, наверное, сказать бизнес-тренер тоже узко, эксперт, наверное, специалист по прокачке бизнеса, по развитию бизнеса, по развлечению эффективности, потому что мне часто говорят, да, вот вопрос такой, как вы берете на менторство, да, вот на менторство. Я никогда не беру на менторство проекты, я беру людей. Я вообще считаю, вот такая традиционная моя фраза, что 98% успеха любого проекта – это первый руководитель. Все. Почему называется курс техники эффективного мышления? Потому что нас обучают всему. Нас обучают маркетингу, финансам, производству. Но нас не учат самому главному – умению думать, принимать решения. И именно все заключается вот в сознании. Мир не такой, какой он есть, мир какой ты есть. И когда ты это четко понимаешь, что все, оказывается, заключается в человеке. И поэтому, когда мне говорят, кто вы, сказать, что да нет, я, наверное, все-таки специалист, который раскачивает мозги. Супер, классно. Ну что, погнали. Первый вопрос. Давайте начнем с того, что давайте исследуем вопрос цели. Как ее правильно ставить? Как понять, что эта цель моя, не моя? Какие есть критерии у цели? И давайте погрузимся в тему цели именно с точки зрения, допустим, заработка. Да? Я думаю, это будет ближе всего. Это прям такой фундаментальный вопрос. Вообще, во-первых, спасибо за такое приглашение, спасибо за возможность высказаться. Цель, я вообще считаю, основа всего-всего-всего. Когда люди приходят на тренинги, на встречи, то почему они приходят? В чем приходят? Первое, это основная, у них не хватает энергии. То есть, сейчас говорят, тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, там утром просыпайся в 4, то делай, это делай и так далее. Да нет, я хочу сказать, что вообще дефицита времени не существует. Есть дефицит энергии. Если взять ребенка, то у него в день 7 уроков, потом у него обед, потом побежал на скрипку, потом на спорт, потом, прибежал, домашние уроки, еще в интернет-клуб сходил, еще. Энергии хватает и времени. Нет же у него дефицита времени. Нет. И так 11 лет, да? Если любому человеку предложат такую работу, пойдешь? Нет. То есть основная причина – это не хватает энергии. Почему? Почему не хватает энергии? Две основные причины. Первая основная причина – это физика. У тебя что-то болит. У тебя есть какое-то хроническое заболевание, и у тебя эту энергию забирают. Физика. Наверное, вторая основная причина – это у тебя нет цели. Это основная мечта. Основная проблема – у тебя нет мечты. Можем сейчас здесь стопануться и откатиться к теме «не хватает энергии». Да. Что важно, чтобы вернуть эту энергию? Какие есть тут техники, практики? У нас, кстати, подкаст сам очень такой практический, мы иногда останавливаемся и закрепляем практику. Да, хорошо, да, это настолько простые вещи, и все их знают с детства. Но постепенно став взрослыми, мы начинаем забывать. Первое, это основное, у тебя проблема с физикой тела. То есть с самого раннего детства тебя учат с утра заниматься гимнастикой. Это очень простая вещь. Это примерно до 24 лет ты идешь на базар. Примерно с 24 лет ты идешь с базара. Примерно к 36 годам ты достигаешь такого уровня, когда это начинает уравновешиваться. Уходящая и приходящая энергия примерно равняется.
Ну, а дальше, после 50 лет, ты природе вообще не нужен. После 50 лет женщина не может сама рожать без экстракорпорального оплодотворения. Не можешь ты в 50 лет иметь кожу даже с ботоксами, с подтяжками, как у 18-летней девушки. И не можешь ты в 50 лет иметь суставы и сосуды, как у 18-летнего человека. Поэтому первое, когда ты сейчас не занимаешься спортом, и ты ведешь проект, ты берешь энергию в долг из будущего. О, супер. Я предлагаю здесь прямо остановиться и прям выписать себе. Когда, в смысле, никогда, да все уже, надо начать заниматься спортом. Хотя бы через день. Ну, это база. Да. То есть это без этого никак. Никак. Окей. Да. Причем надо понимать, спортом непрофессиональным. Любой профессиональный спорт – это инвалидность. О, можно еще добавлю? Иногда люди думают, что спорт равно качалка. И говорят, ну я вот сходил пару раз, и меня не зажигает. Ну, по сути, надо найти просто свой вид спорта, да, то есть не думать, что, да, вот все теперь должны ходить в зал. На самом деле вы просто должны протестировать разные форматы. Я, допустим, и на плавание сходил, и на теннис, и там, и что-то поиграл, и еще сейчас вот хожу по итогу на бокс, потому что я почувствовал, что оттуда мне идет энергия. Найдите ключик своей энергии через разные виды спорта, попробуйте. Вы же просто наверняка это не пробовали даже, да, поэтому найдите. Да, это очень хороший вопрос. Но самым важным показателем это является ощущение. Ощущения какие? В конце дня энергия остается? Если в конце дня энергии не остается, ты перегружаешь физику тела. Это очень важно. Okay. Это первый основной момент. Причем мы не занимаемся непрофессиональным спортом. Да. Я часто рассказываю. Выполнил норматив Ocean Man, остановись. Пробежал Ironman или выполнил норматив Ironman, остановись. Выполнил разряд по боксу или почему-то, остановись. Все, дальше воркаут, подтяжки и так далее. Спортом нужно заниматься не через день, 5-6 раз в неделю. Регулярно. Это очень важный момент. Второй очень важный момент – правильное питание. Все, всегда говорю. Хороший петух жирным не бывает. Часто употребляем сахар, быстрые углеводы. Часто это называется дофаминовая ловушка. Дофаминовая ловушка, кофе и так далее. Чем глубже эта ловушка, то есть вот ты выпил что-то, сахар, кока-колу, ты падаешь, попадаешь в эту ловушку. Чем ниже эта ловушка у тебя, выше ты подпрыгнул энергия, тем глубже будет это падение. Тем труднее тебе будет выходить с этого состояния. Прикольно. Да. Окей. То есть нужно понимать, есть там тело, душа, разум, но над этим находится воля. Вот воля, она должна тебя остановить и сказать «стоп». Прямо потому что это как наркотик, это как алкоголь, это как сигарета, это дофаминовая ловушка, она тебя тащит туда. И только вот эта воля заставляет тебя. Поэтому питание, все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению. Да? Если совсем просто говорить. Поэтому все так построено, что все, что легко дается, это поэтому питание, оно всегда бывает невкусным, оно бывает всегда постным. Ну, это, конечно, дело привычки. Поэтому второе – это правильное питание. Третье – сон. Четкий сон. То есть мне люди часто говорят, а я просыпаюсь там 4, там, потому что магия утра говорит и так далее. Я хочу сказать, что это очень большая иллюзия. Почему? Вот я богатый человек, у меня все хорошо. Почему я должен вставать 4 часа? Это очень многим людям непонятно. На самом деле большинству людей вообще непонятно, зачем мне просыпаться в 4 часа утра. Поэтому большинство людей не могут просыпаться в 4 часа утра. Но если мы сейчас к этому вернемся, это опять связано с целеполаганием, но самое важное – это ритмы. У каждого свои ритмы. Биоритмы. У каждого свои. У кого-то ритм это в 4, у кого-то в 8, а у кого-то в 10. Поэтому у каждого есть свой ритм. Поэтому нельзя взять и всем говорить там. Самое главное, ты должен потихонечку понимать, сколько тебе оптимально спать. Для одного человека достаточно и 3 часа сна, а для кого-то нужна и 8 часов сна. Стандартно. Поэтому четкое понимание ритмов и жить в соответствии со своими ритмами. Это 3 основные вещи. Все, зафиксируем. Да. Мы прошлись по базе, да. Скажем так, то есть это вот то, что жизненно необходимо, чтобы жить в целом, да. Давайте теперь перейдем к категории уже поднятия высокой жизненной энергии, практики, которые позволят именно вот реально вернуть ее, помимо базы. Помимо базы.
То есть мы не говорим ни про еду, ни Да. про сон и так далее. Вот какие-то, знаете, такие нестандартные Ну, вещи. я хочу сказать, что это настолько тема давно избита, что там что-то новое придумать нельзя. Это как чек-лист. Второй крупный, вот такой крупный блок, Да. это кроме физика тела, вот как ты говоришь, база, еще есть очень важный момент, это психика. Мгм. Дело в том, что есть такое понятие, как воры энергии. Что это такое? Что это означает? Вот многие массажисты говорят, что когда некоторые приходят клиентами, с ними поработаешь, ты чувствуешь энергию. А некоторые уходят, они вампиры, забирают энергию. То есть, это часто такое говорят, обмен с превышением энергии. Да. В чем суть? У тебя в команде, вот если хочешь быть миллионером, общайся с 6 миллионерами. Хочешь быть мультимиллионером, общайся с 6 мультимиллионерами. Вот если ты хочешь, чтобы у тебя была энергия, тебя должны окружать люди, которые дают тебе с превышением. Мгм. Понятно? Окей, Да. понятно. Поэтому, отвечая на вопрос, вот конкретную рекомендацию, обязательно нужно проходить всевозможные курсы по психотипам, разбираться в психотипах, проходить такие курсы, как коммуникации, нейролингвистическое программирование, ораторское искусство, переговоры. То есть ключевой успех проекта тебя делают успешными люди. Эти люди могут тебя сделать богатыми, а могут тебя разорить. Это про Разорить команду энергетически. Про команду Да, я про ближайшую. команду Супер, говорю. Да, окей. ты должен понимать, что кроме еды, что кроме сна, есть очень базовая вещь, с кем ты общаешься. Это очень важный момент. Поэтому очень многие люди думают, что вот они приходят на работу, поспали, поели, там, не знаю, подвигались. Нет. Вопрос заключается в том, кто твою энергию заберет. Давайте сейчас здесь зафиксируем. Выпишите списком для себя людей, с кем бы вы хотели общаться. То есть вот кем бы вы хотели стать примерно. Вот. И попробуйте как-то, вот, не знаю, попасть в это окружение, что-то сделать. Самый лучший способ, я считаю, это обучение всегда. Какие-то вечеринки, какие-то вот такие вот, короче, нетворкинг все-таки это база. Ну, я хочу такой уж, коль такая уж пошли такие вопросы, такой маленький лайфхак. Вот у вас есть люди, которые вас окружают. Вот спросите себя, вот у вас сейчас есть знания об этом человеке, то есть какой-то багаж, представление. Скажите, пожалуйста, вот с этими знаниями, которые у вас сейчас есть, если бы вы встретились бы с этим человеком, вы взяли бы его в свое окружение? Нет? Тогда избавляйтесь. Окей, Понятно, хорошо, да. интересно. Очень простая вещь. Да. Вот, разумеется, ты общаешься, вот спроси себя, вот Да. ты же о нем что-то знаешь? То есть у тебя был бы шанс сейчас вот с этими знаниями, то, что ты знаешь о нем, ты бы хотел бы с ним дальше отношения выстраивать, или знакомиться, вообще вводить в свое окружение? Нет? Сразу расставайся. Так же, как и проект. Или что-то ты делаешь. Спроси себя, вот ты об этом проекте все знаешь. Скажи, пожалуйста, ты зная об этом проекте, если у тебя был бы сейчас шанс начать этот проект сначала, ты взялся бы за него? Нет? Значит, не стоит даже браться. Это очень мощный лайфхак, как Супер. избавляться от вот этих людей, кто ворует энергию. Запрактикуемся. Давайте, ребята, выпишем для себя сейчас реально, то есть отфильтруем, скажем так, свои проекты, свои отношения с людьми через вот этот вопрос. Реально, это очень классно. Да, Супер. простой такой лайфхак. Все, проходим дальше. У нас все, видите, градус накаляется. Градус накаляется. Следующее, почему у ребенка вот это есть энергия? Дело в том, что миссия человека формируется в возрасте примерно до 8 лет. Что значит? То есть Что он это понимает, куда он, в каком направлении пойдет? Да. Прикольно. Как-то такая была история маленькая. Маленькая девочка лет 4-5, у нее родился братишка. Маленький, там пупсик годовалый. И вот эта девочка все время подходит к родителям и говорит: оставьте меня, пожалуйста, 1 на 1 с этим ребенком, со своим братишкой. Родители напряжены, думают, мало ли, может, от ревности что-то, какой-то удар нанесет или еще чего-то, опасаются. Но решили оставить. Решили оставить все-таки, и там в щелочку смотрят. Чем это все закончится? Девочка подходит к этому мальчику и говорит: скажи, пожалуйста, как выглядит Бог? Я начала его забывать. То есть, понятно. То есть дети, они вот эту миссию знают бессознательно. Кто такие бизнесмены? Это выжившие дети. Поэтому, Прикольно. да, энергию дает мечта. Энергию дает мечта. Вот кроме тех источников энергии или воров энергии, мы должны понимать, что именно источником лени, выгорания является прежде всего ты не понимаешь зачем.
А вот можно вопрос тут сразу же? Вот я прям чувствую, как возникает вопрос от зрителей, типа, а что делать, если я не понимаю, что я хочу? Вот бывает такое, я часто вижу такие сообщения тоже. Вот что делать таким людям, допустим? Я хочу сказать следующее. Нужно сделать усилие. Надо сделать усилие. Я вот тут думаю, еще тоже вкину какое-то решение. Я всегда просто таким вещам говорю. Ну, в смысле, при таких обстоятельствах говорю, что важно, наверное, походить и посмотреть, какую-то насмотренность получить. То есть посмотреть на разных людей и просто подумать, а кого образ жизни или проект мне нравится. Супер, супер. Ну, если прям вот такой, ну, это уже, как говорится, твоя подсказка, я просто разовью эту мысль. Да. Нужно просто общаться с людьми. Вот если огурец закинуть в банку с маринованными огурцами, ты тоже станешь маринованным огурцом. Вот то же самое и здесь. То есть общайся с успешными людьми. И самое главное, самое важное, никогда не стесняйтесь просить помощи. Это самый важный момент. Большая ошибка людей, вот это называется эго, гипертрофированное эго. Ты считаешь, что люди будут считать тебя слабым, неуверенным и так далее. Нет, именно проси помощь. Именно проси помощь, как выйти с этой ситуации. Вот есть такой человек, его зовут Рэй Делио. Это есть такая знаменитая книга, есть принципы. Вот этот Рэй Делио входит в 100 самых влиятельных людей на Земле. Его спросили, о чем вы больше всего жалеете вот в своей жизни? Он сказал очень простую вещь. Я жалею, что я очень мало имел консультантов или советников. Вот у тебя есть проблемы с питанием? Возьми консультанта. Есть проблемы со спортом? Возьми себе коуча, назови его. Есть проблемы с боксом? Ну, спроси коуча. Ты же боксом решил заниматься. Да. Ну, ты же не самоучителем не занимаешься же. Нет. Ну, пошел и спросил. Вот точно так же. Они же не смеются над тобой. Они же не говорят, Господи, ты в таком возрасте пришел, ты хочешь заниматься боксом. Нет, никто никому в голову это не приходит. 100%. Четко. Точно так же и здесь. Можно здесь Да, практику? да. Давайте прямо сейчас выпишите, вот какую задачу вам нужно сейчас закрыть. И напишите, какой специалист вам теперь нужен. Ну, действительно, вот, ну, хочешь сбросить вес, ну, найми уже нутрициолога, кто тебе подскажет просто, как тебе питаться, как стало просто жить, сколько экспертов появилось, да, вот сколько на канале у нас даже было крутых экспертов, да, ну, то есть элементарно взять консультацию, как-то встретиться, пообщаться, какую-то немножко получить насмотренность. Я вот для примера, сегодня пошел в зал, и у меня сегодня пришел тренер там на замену, чемпион мира. Представьте, я сегодня тренировался с чемпионом мира по боксу. И я понимаю в его движениях, вот он мне говорит, у тебя плечо напряжено, кидай легче руку. И я понимаю, что, ну блин, это же точно на опыте 20 лет он мне говорит. То есть я просто сжал себе 20 лет. Да. Вот почему нужно брать постоянно обучение, консультации, потому что ты сжимаешь время. Человеку понадобилось 20 лет чемпионский, да, там выиграть, да, там номинацию какую-то, и он тебе говорит суть. Просто делай это, и все. Я такой, блин, все, буду так и бить. Поэтому это правда. Супер. Поэтому, когда у вас возникла какая-то проблема или депрессия, просто обратитесь за помощью к соответствующим людям, они тебя вытащат из этой ямы. Все, обратно. Теперь возвращаемся к мечте. Есть ли какая-то техника, как правильно описать свою мечту и разбить ее на цели? Хороший вопрос. Мечту можно только вспомнить. Ее придумать нельзя. Если спрашивать о какой-то технике, то это вот, если есть прям такая простая техника, ну, во-первых, психологу. Просто сходи к психологу или коучу. Это люди, которые с тобой сядут и как наставники тебя за 3-4 часа заставят вспомнить, о чем ты мечтал в жизни. Или почему. Вообще, как бы есть два сценария создания миссии. Первая миссия, вариант, это когда у тебя хорошая семья, ты образованный человек, и ты двигаешься вперед, и ты придумал, вспомнил, в 5-8-летнем возрасте придумал мечту. Вторая миссия бывает, когда протест. У тебя отец был пьяницей, ты был на улице, рос, и ты видел, как другие люди или другие дети живут в лучших условиях, и ты прям, боль была, и ты выскочил. Тоже это бывает миссия здесь. И это тоже дает очень сильную энергию. Энергия бывает от позитива, а также энергия бывает от негатива. Поэтому это нужно просто вспомнить. Это вспомнить, что триггернуло тебя в жизни, почему ты выбрал именно этот сценарий. Вот почему нельзя подготовить талантливых и детей, гениальных.
нет программы по подготовке гениальных детей. Потому что он может быть генетически супер, но один сценарий, то есть посмотрел телевизор, встретился с одноклассником, вот как ты только что с олимпийским чемпионом по боксу встретился, вот этот один его совет может вообще поменять всю твою жизнь. И, возможно, ты станешь боксером до сегодняшнего дня. И ничего не помогает. Не то, что ты хорошо учился, или ты сейчас работаешь там, поэтому вот это невозможно. Это можно только вспомнить. Понятно, поэтому нельзя подготовить гениальных детей. Мы отдаем самые дорогие школы, мы приглашаем самых лучших тренеров, учителей, а простой там ребенок из бедной семьи может стать мультимиллионером. Все, вот причина. Событие какое-то Какое-то просто, событие. да, И вот это событие судьбоносное, вот это скажем. вспомнить надо, вспомнить, Прикольно. что послужило вот этим толчком. Хорошо. Давайте теперь переведем, наверное, к теме цели. То есть, как правильно ставить цель, как понять, моя ли это цель, как понять, что это не навешенная цель. Да очень просто. Ну как, я не знаю ответа, но ощущения какие. Я вот сегодня рассказывал о том, что просыпаемся в 4 часа утра. И я большинству скажу, что большинству людей через какое-то время или вообще тяжело встать в 4 часа утра. Но я расскажу то же самое. Вот тебе утром нужно улететь на отдых в Дубае. 4 часа в самолет. Ну ты же спокойно встаешь. Да. В чем Да. разница? Да. Разница в чем ты четко понимаешь, зачем это надо. Зачем? Зачем? То есть Ключевое основная зачем. причина нету, ты не понимаешь зачем. Вы знаете, вот мне кажется, я тут добавлю, что лени не существует. Да, лень не существует. Это просто непонимание зачем. Да. Все. То есть, Да. когда ты не идешь на спорт, когда тебе что-то неохота делать, ты просто не понимаешь зачем. Найди зачем, и у тебя исчезнет лень. То есть лень — это просто, по сути, отсутствие понятной цели. Да, вот и все. Ты утром в 4 часа можешь спокойно встать, и ты можешь тяжело встать, потому что мозг отказывается выполнять энергозатратную, непонятную для него вещь. Все, Классно. как только ты знаешь цель, то с этого момента тебе хочется работать по 80 часов в неделю. Вот эти бизнесмены, выжившие дети, почему? Потому что они никогда не забывали свою мечту. А вот давайте про это поговорим. Я думаю, что тут вот я просто, знаете, на самом деле периодически вспоминаю какие-то ваши слова с обучения. Я вот у Жексена Васильевича обучение проходил, и я вспоминаю мысль там такая была, что бизнес — это чашка кофе, Rolex, английский язык, вот что-то такое. Какая-то такая была комбинация, такая фраза, и какие-то больше разговоры, да, то есть именно общение. Ну, это уже уровни бизнеса. Дело в том, что люди, которые приходят на тренинг, они хотят быть бизнесменами. И очень многие люди не понимают, в чем разница между предпринимательством и бизнесом. Дело в том, что предпринимательство – это про деньги, а бизнес – это про смыслы. Смыслы. Что такое смыслы? Если мы понимаем, кто такой Дуров, компанию Telegram, но сейчас она такая популярна на слуху, то означает, что он влияет на миллиарды людей. Если взять Facebook, это влияние на миллиардов людей. То есть это смысл. Ты создаешь некий там аналог религии, скажем. Люди начинают во что-то верить в твой продукт, они за этим идут и так далее. Поэтому бизнес делается только за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Бизнес – это когда ты говоришь с человеком, обмениваешься ценностями, и он понимает, зачем это делать. А предпринимательство – это парикмахерское, шашлычное, все хорошо, у меня хорошая машина и так далее. Это нужно, но бизнес – это совсем про другое. Это когда это про власть. Власть над сознанием других людей, когда миллионы людей восхищаются твоим брендом, восхищаются твоим именем, восхищаются, как ты одеваешься. Хотя вроде ты одеваешься, но на самом деле какая-то есть невидимая аура, которая тебя окружает, и ты становишься вот таким человеком, там, в кавычках, идолом, да, и все хотят быть похожими на тебя, хотят быть вот тобой. Вот это ты даешь вот эту энергию. Вот это про это. И бизнес делается за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Деньги – это просто показатель, что ты красавчик. Супер. Это прям как вот песня только что звучала уже. Блин, отлично. Давайте вернемся к целям. Если там какие-то практики, какие-то вот штуки, которые мы можем сейчас сделать. Арман говорит, что был на тренинге, Да. то тупой, простой инструмент – это фрирайтинг. Давайте вот про это подробнее. Подробнее про фрирайтинг. Да. Ну, хорошо. Что такое фрирайтинг? Это называется техника свободного письма. Free – свобода, writing – свободное письмо. Что является вот основой вообще человека? Подсознанием.
Вот у нас сейчас в голове примерно 60 тысяч мыслей. Вот, дорогие девушки, сейчас резко остановитесь, спросите, о чем вы думаете, и вы увидите, что внутри вас есть какая-то бабка, которая о чем-то бормочет. Бу-бу-бу-бу. Ну, а если, дорогие ребята, вы остановитесь, то увидите какой-то старик, который бу-бу-бу-бу-бу-бу. То есть у вас в голове примерно 60 тысяч мыслей. Но осознаете вы не больше одной мысли в единицу времени. То есть вы не можете две мысли одновременно. То есть ко мне сейчас заходит человек, я говорю, садись, а в это время сам разговариваю по телефону. Не может мне этот человек сказать, ничего, разговаривайте по телефону. Можно я вам пока оргструктуру расскажу? Ты не можешь думать две мысли одновременно. То есть киллером творческого мышления является логическое мышление. То есть на уровне логики ты не можешь думать две мысли одновременно. Вот это является узким горлышком. Вот задача убить вот этого контролера. Супер. Который говорит, это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. Вот ты сейчас со мной разговариваешь, и у тебя работают фильтры, которые говорят, он неправильно сидит, он неправильно акцентирует, он вот так сидит, он вот так. Это все внутренний контролер. На уровне подсознания происходят другие вещи. Например, ты пригласил меня на этот тренинг, на эту встречу, и то. Там находится 60 тысяч мыслей. Вот фрирайтинг, задача убить этого контролера. А мы можем сейчас вот практически показать, как этот фрирайтинг работает? Конечно. Дайте, пожалуйста, iPad с ручкой. И прям вот, знаете, Да. прям показать. То есть прям побрейнштормить, допустим, Да. над какой-то идеей. Да. Я даже сейчас дам цель, давайте накидаем, просто Давайте. интересно. Я просто помню, я вспомнил про фрирайтинг. Мы в одно время прям сильно на него такой фокус держали. Очень простая техника. Это не интеллект-карта. Так, погнали. Это не интеллект-карта. Да, я вот нарисовал. Нет. Другое? Да. Ты сверху пишешь, Да. что ты хочешь, какую-то задачу. Цель. Давайте Какую-то сейчас- цель. Давайте вот, допустим, придумать сейчас рубрики для Vision. Да, вот моего например, канала. хорошая. Новая рубрика. Да, мне нужна рубрика. Новая рубрика. Что дальше делается? Да. Дальше вообще минимальное время нужно 10 минут. Угу. Все, кто сейчас слушает, должны понимать, нужно 10 минут. Вы задали вопрос своему подсознанию на уровне логического. Это как интернет. Вы сделали запрос в интернет. Дальше, следующие 10 минут, таймер, нужно поставить обязательно таймер. Следующие 10 минут без остановки. Это нельзя делать ни на компьютере, ни клавиатурой. Это нужно делать только ручкой или карандашом. И 10 минут без остановки писать все приходящие на ум мысли. Все приходящие на ум мысли. Хорошие, плохие, кривые и так далее. Что будет происходить? Когда вы будете работать, у вас будут какие-то мысли повторяться. Пишем. К вам будут приходить дурные мысли. Пишем. Ваши мысли будут уходить вправо, влево. Пишем. Будет момент, когда у вас мысль закончилась. Ну вот писал, там на 3-й минуте, на 2-й минуте мысль закончилась. Пишите последнее слово несколько раз. Прям несколько раз. Пишите, почему я не хочу писать. Самое главное, не давайте вот этой кисти ни на секунду остановиться. Причина. Дело в том, что язык и кисть отвечают один и тот же нервный центр. То есть, если в течение примерно 10 минут писать без остановки, ни на секунду не останавливаясь, на 5-6 минуте вот этот контролер вырубается. И на 5-6 минуте ты провалишься на уровень подсознания. С этого момента ты начнешь по ним получать свои феноменальные идеи и решения. Вот это очень простой инструмент. И когда Арман мне говорит, какой простой инструмент, это супер простой инструмент. С помощью этого инструмента вы сможете решать любой сложности задачи. Вы сможете находить, как удвоить x2 выручку. Вы будете знать, как сделать x2, увеличить долю рынка. Вы будете придумать любые слоганы, любые идеи. Вы сможете решать, вы сможете вспомнить о своей мечте, которая у вас была в 8-летнем возрасте. Ну, как раз, да? Да, Супер. да, это очень простой инструмент. Я вот накидал тут пару идей как раз, поэтому я думаю, продолжать сейчас нет смысла, а то у нас весь подкаст на это уйдет. Но вы поняли, поэтому представьте, насколько мы ценный только что дали инструмент, чтобы вы просто в любой свой вопрос решали. То есть это же насколько круто. Даже вот вы там, если забыли про свою мечту, ну вот попишите, я думаю, что вы точно вспомните. Вспомните, да. 100%. Да. Все, супер. Инструмент называется фрирайтинг. Все, Алексей Васильевич, благодарю. Давайте пойдем дальше. Если говорить про цели, про энергию, то одним из киллеров вашей энергии это ваше все время
опасаться, что вы ошиблись. О, Боязнь ошибок. Это один из киллеров вот этих ошибок. А что делать? Давайте сделаем так. Вот я хочу наших слушателей твоей рубрики задать такой простой вопрос. Прямо на секунду. Вот вы сейчас, дорогие слушатели, остановитесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Вот вы сейчас какое-то решение принимаете на работе, в жизни и так далее. Спросите себя, как вы думаете, сколько примерно процентов вы неправильное решение принимаете? Вот и тебе тоже такой вопрос, тебе простой. Да. Вот ты сейчас на работе, где-то там работаешь, какие-то решения дома, на работе принимаешь. Как ты думаешь, какой процент решений ты неправильно принимаешь? Или сколько правильных ты принимаешь примерно процент? Блин, сложно сказать. Ну, примерно, вот сколько ты думаешь? Вот примерно Неправильных решений, наверное, процентов 10-15, наверное, так. Так вот, 70. 70% решений вы принимаете неправильные. 70? Примерно в среднем 70%. Откуда эта информация? Да, это просто статистика Ага, есть. окей. Просто, да. Мы сейчас не будем сказать энциклопедию. Да. То есть ты спрашиваешь, сколько примерно решений, я тебе скажу, большинство решений ты принимаешь неправильно, вовремя встаешь, неправильно кушаешь, спортом не занимаешься. И таких решений миллион штук, миллион. Ты просто их не замечаешь, не обращаешь на это. Если бы ты все решения принимал правильным, мы с тобой тут сейчас давно не разговаривали. Ты сейчас сидел бы, разговаривал бы с Дуровым, да? То есть, грубо говоря, вот простая вещь. То есть вот эти решения. То есть правильное решение равно количество денег? Конечно. Конечно. Я всегда говорю, если бы все, что предписано, мы бы не нарушали, мы были бы святыми людьми. Понятно. То есть первая основная причина – это то, что вы думаете, что ошибки – это плохо. Ошибки – это хорошо. Я задам продолжение этой мысли, следующий вопрос. Вот вы сейчас, многие думаете, вот и ты, например, думаешь, что ты там в жизни сделал какие-то ошибки, какие-то плохие и так далее. У меня такой простой вопрос. Если бы у меня была бы возможность все ошибки убрать из твоей жизни, ты бы хотел, чтобы я это сделал? Нет. Нет, почему? Потому что благодаря этому ты стал таким человеком. Ну да. То есть первое, очень важно правильно относиться к ошибкам. Ошибки – это хорошо. У нас есть мнение, что ошибки – это плохо. Да. То есть это очень огромный источник воровства энергии – это то, что ты… Вот я хочу задать такой простой вопрос, я задаю его на занятиях и задам от слушателя. Загадай, пожалуйста, 5 самых любимых людей, кого ты любишь больше всего на свете. Я их называю сладусики. Вот 5 самых любимых людей на Земле. Да. Помнишь это? Да. Вот. Задумал? Да. Следующий вопрос. Среди них ты есть? Да. Вот это очень важно. Основная причина – вы просто не любите себя. Вы думаете, что вот эти ошибки у вас приходят к ненависти к себе, к злости к себе. Вот это огромные энергетические дыры, которые воруют у тебя энергию. Недавно вот здесь вот классную практику услышал. Я вот тоже на самом деле любитель себя покритиковать. Вот мне дай чуть-чуть повода, и я могу прям, знаете, вот разогнать настолько, что это просто, если в голову поместить камеру, то это вообще какой-то там ужас, просто насилие какое-то сплошное. Так вот, есть альтернатива. Вспомните как бы свои положительные качества, они у вас точно есть, и попробуйте их разгонять. Вот просто попробуйте разогнать. Допустим, вот я так для себя говорю. Вот у меня там есть, допустим, креативность. Да. И я начал в последнее время, когда начинаю загоняться, такой, так, стоп, креативность. Что будет, если я буду супер креативным? И начинаю разгонять, у меня поднимается энергия, и та мысль отходит, потому что, как вы говорили, мы же можем только 1-2 мысли держать в моменте. Поэтому одна вытесняет другую. Тоже такой лайфхак. Ну да, то же самое. Вот у нас в культуре есть такое все время херачить известных людей. Да. Вот он плохой, да он кривой, да он такой и так далее. Что происходит? Я всегда говорю, существует 2 типа зависти. Первый тип зависти – это когда ты завидуешь и хочешь стать лучше, чем этот человек. Второй тип зависти – когда ты говоришь, чтобы у него ничего не получалось. Да, вот это плохая вторая тема. Вот это. И когда вы говорите о человеке что-то плохое, критикуете его, вы фактически воруете огромную энергию у себя. Поэтому я хочу сказать, что нужно, вот продолжая твою мысль, стараться в этом человеке говорить только хорошее, видеть, только вот обмен вот этой превышением вот этой энергии. Да, вот такую тоже подсказку скажу. А вот как раз мы говорили про ошибки. Давайте чуть еще туда погрузимся. Я слышал такую статистику, что чуть ли не каждый там второй большой известный предприниматель, там миллиардер, чуть ли не дважды банкротился в жизни. Есть ли такое? Да, конечно, да. Кто такой вообще предприниматель?
Предприниматель – это тот человек, который прыгнул со скалы и на лету пытается собрать самолет. Кто такой наставник? Кто это делал уже не один раз. То есть, кто такие успешные люди? Это люди, которые больше тебя сделали ошибок. Реально? Вот, да, это Прикольно. да, Да. это простая вещь. Они просто больше тебя сделали ошибок. То есть они не боятся делать ошибок и даже не избегают ошибок. Они стремятся к этим и даже специально делают ошибки, чтобы этому научиться. Супер. Вот можно я тут приведу пример? Я на самом деле в последнее время начал тоже много думать и много бояться. Хотя раньше такого не было. Говорят же, дуракам везет. А теперь я понимаю, почему дуракам везет. Действительно, надо быть дураком в хорошем смысле этого слова, потому что дурак не ведает о всех проблемах, которые потенциально ты можешь себе там разогнать. Так вот, я вот, допустим, недавно снял рубрику сюда, разборы. Оно зашло не так, как я планировал. То есть у нас подкасты набирают уже хорошо. Такие цифры большие. Я, конечно же, забыл, что я это полгода делал стабильно. И вот сразу у меня не получилось. Я это как посчитал как ошибка. И я вот теперь думаю, типа, офигеть. Почему я так серьезно отношусь к этому? Почему обратно-таки я не включу вот это игровое состояние и начну тестировать все подряд, пока что-то не стрельнет? А что-то ведь действительно стрельнет по итогу. Да, вот как-то брали такой эксперимент, в африканскую деревню принесли компьютер. Ну, в африканском вообще там люди никогда не знают, что такое электричество и так далее. И поставили этот компьютер. Так вот, когда пришли там, по-моему, через день, все дети умели работать на нем. То есть, на самом деле, дети от нас не боятся ошибаться. И чем старше мы становимся, тем больше мы ошибаемся, боимся ошибок. То есть мы обожглись, начинаем дуть на холодную воду и так далее. Вот это и есть. Поэтому очень важно проходить всевозможные тренинги на растяжки, которые позволяют тебе снимать вот эти блоки. 100%. Подумайте, вот сейчас выпишите список холодная вода, на которой я дую, да? Вот у меня сразу появились мысли. Что там? Что за холодную воду вы дуете? Выпишите списком. Да. И попробуйте этот список закрыть каким-то специалистом, обучением, вот этим даже подкастом, да? Вы уже, по сути, начинается ваша, можно сказать, такая терапия, да? Потому что вы уже осознаете, что вы неадекватны в чем-то. Потому что я тоже сейчас сижу и думаю, блин, вот реально же дую на холодную воду. Господи, вот сейчас самое время наделать дофигища классных ошибок. Да, я хочу, Коля, мы так уж прям энергетика пошла. Вот ради чего делается мозговой штурм? Да. Ради одной идеи. Тебе же не нужны вот эти все идеи. То есть, получается, вот этому мозгу тяжело, вот этому компьютеру тяжело придумать одну идею, ему легко придумать 1000 идей. Это означает, что из этих 1000 идей 999 неправильных. Только одна правильная. Да. Понятно. Ну, вот это простая вещь. Конверсия. Это короче. конверсия. Да. Поэтому, когда ты говоришь, что такое креативность, это означает, что 1000 мыслей умерло. Но ты же сейчас их не убиваешь и не убиваешься. Чего ж я сразу не придумал? В этом вообще вся суть. Делать ошибки. Вся природа – это сплошные ошибки. Просто прекрасно. Я думаю, что сейчас половина зрителей все такие... Все, можно выключать и просто идти жить, наслаждаться жизнью. Но вы не выключайтесь. Ставьте лайк, подписывайтесь, как всегда. 5 людей выиграло личную консультацию от Асели и Симбай в прошлом выпуске. Просто за то, что написали свои инсайты и как они это будут внедрять в жизнь. Вот такие вот у нас прекрасные правила, как и в этом подкасте тоже. Поэтому обязательно возвращайтесь к просмотру, смотрите до конца, узнавайте правила и участвуйте в этом розыгрыше. Погнали! Мы продолжаем. Слушайте, давайте, вот я знаю, что ваша тема – это бизнес, предпринимательство. Сейчас такой большой тренд. Знаете, для меня, я считаю так, сейчас в обществе культивируются 3 вида людей. Первое – это блогеры, второе – это рэперы, и третье – это предприниматели. Все как-то вокруг них, все такие, типа, о них рассказывают, о них там какие-то видео снимают и так далее. И знаете, как будто стало не круто работать в найме. Вот что вы думаете насчет этого вообще в целом? Вот я такой задам вопрос. Скажи, пожалуйста, вот такое есть понятие, вот ты занимаешься боксом. То есть есть такое понятие единоборства. Как ты думаешь, что лучше? Бокс, дзюдо, самбо, ушу, кунг-фу, карате? Все равны. Да. Если ты мастер, ты мастер. Вот как ты думаешь, может ли богатым быть спортсмен? Да. Да. Скажи, пожалуйста, может ли богатым быть певец? Да. Да. Может ли богатым быть бизнесмен? Да. Может. Может ли богатым быть какой-нибудь руководитель, менеджер? Да. Может. Может ли богатым быть ученый? Да. Скажи, пожалуйста, есть какая-то связь между бизнесом и богатством? Нет? Да. Да. Любой человек, кто является специалистом, будет успешным, богатым человеком. Вот ты. Ты не бизнесмен, а ты успешный.
Я не позиционирую тебя как бизнесмена. Я вижу человек, который у тебя капитал, например, человеческий капитал. Это означает, что есть люди, которые родились на чистоте. Вот Димаш, вот он не бизнесмен, а он успешный. И Вот богат, Головкин. скорее всего. Головкин не бизнесмен, а он богатый. Вот Майкл Джексон, он не бизнесмен, а он был богатым. То есть это означает, что каждый человек рождается на определенной частоте. Просто рождается на определенной частоте. Просто тебе мир не такой, какой он есть, а какой ты есть. Вот сейчас посмотри, пожалуйста, в этой аудитории, найди, пожалуйста, глазами 10 красных предметов. Вот сейчас посмотри, прям 10 красных предметов. Да, нашел. Скажи, пожалуйста, эти красные предметы, ты подумал, они сбылись, или они были в этой аудитории? Были. Были. То есть я хочу сказать, вокруг тебя всегда эти возможности есть. Вопрос только в том, что ты видишь. И если ты видишь блогеров, тебе будет кто податься блогеры. Так вот, я тебе хочу сказать, есть очень много, миллионы казахстанцев, которые хотят быть токарями, хотят быть инженерами, и они точно это то же самое. Просто ты видишь таких людей. Поэтому, когда ты говоришь об этом, нам нужно пропагандировать, прежде всего научить людей любить себя. И свое дело. Да, не хейтить и восхищаться, что ты уникальный, ты редкий. А всякая редкость очень дорого стоит. Да и вообще мы все уникальны. Всё. И я хочу сказать, есть люди, которые будут слышать этих рэперов, которые будут слышать предпринимателей, но есть люди, о которых мы сейчас не говорим, которые хотят быть писателями, певцами и так далее. Так что я хочу сказать, это нормальный тренд, и ты слышишь ровно столько, сколько каким ты себя видишь. Прикольно. Все, вопрос закрыт. Убит. Убит даже, я бы сказал. Классно. Давайте пойдем дальше. Касательно предпринимателей. Вот что это за люди, что это за качества, и как вы их понимаете в целом? То есть какое определение вы им даете в целом? Что это за люди такие? Чем они отличаются? Вот есть такое понятие, как ценности. Вообще у человека бывает 5 ценностей. Идеи, то есть креативщики, это вот как ты, например. Это деньги, это люди, это общение и это власть. 5 видов, которые есть ценностей. И предприниматели – это люди, у которых в ценностях деньги. Понятно? Да. Все. Есть люди, у которых есть в ценностях власть. Угу. И есть люди, которые, как ты, артисты, креативщики. Смысл понятен? Да, то есть это что, приоритет? Да, это просто в приоритете, и все. Поэтому у них в ценностях есть деньги. Классно. И про таких говорят, перед деньгами все стоят по стойке смирно. 100%. Касательно теперь такой темы, как выгорание. То есть вообще, кто выгорает и как понять, что ты выгорел? И что с этим делать? Хороший вопрос. И вообще, в моем понимании, мы эту тему уже закрыли. Да, оно заключается, если выгорание – это лень, да? Да. Ну, лень, то есть вот нет энергии. Не, а вот смотрите, а если тот случай, когда ты, вот для меня, давайте так, определение выгорания следующее. Выгорание случается с теми, кто сильно чем-то горит и перегорает. То есть, допустим, есть люди, кто работает, вот у нас тут есть ребята, кто может сутками работать, и они потом говорят, я выгораю. Вот, что с этим делать? Ну, понятно. Опять же, во-первых, надо понять, почему, да? Да. Основная причина – переработка, допустим. Да нет, ты не можешь переработать. Вот я всегда говорю, вот ты когда раньше занимался вот спортом в детстве, все мы в детстве занимались каким-то видом спорта, волейболом, баскетболом, футболом, дзюдо. Скажи, пожалуйста, вот ты занимался волейболом или футболом, у тебя была когда-нибудь коронная подача? Да. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты будешь совершенствоваться? Ну, пока буду всю жить, жизнь. Да. Так почему ты не выгораешь? Ты же не выгораешь. Да. На самом деле ты не выгораешь, это неправда. То есть выгорание – это прежде всего, это ты вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно. Все, вот мы об этом говорили, все, мы уже сказали, ты просто вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно. Все, да, действительно. Я просто думал, что это связано с энергией. Нет, ну да, энергия связана с тем, что ты перестал понимать, либо у тебя хроническое заболевание. Но мы можем единственное спросить, почему сейчас много выгораний? Люди выгорают, особенно поколение Z. Вот я с ними работаю в основном, и они постоянно выгорают. Да, вот, наверное, это очень такая сложная, большая тема, что сейчас появился чат GPT. Все, это киллер всего, что сейчас происходит. То есть фактически, если говорить про социальные сети, именно основная сейчас проблема молодежи, они не могут концентрировать долгое внимание на одном предмете. То есть не могут. СДВГ. Да, синдром дефицита внимания. Ты не можешь долго концентрировать внимание. Да. В то время, когда
Миссия, цель – это постоянно держать свое внимание. Мгм. Это постоянно, это усилие. Поэтому вот когда мне часто говорят, вот кто приходит ко мне на личное менторство, один из таких простых инструментов я людей заставляю взять какую-нибудь спортивную задачу-вызов. Например, если ты начнешь заниматься плаванием, переплыть Босфор. Если ты занимаешься спортом, то выполнить норматив полумарафона или марафона или айронмена. Зачем это нужно? Чтобы ты 1,5-2 года под контролем коуча, профессионального тренера, чтобы тебе ничего не порвал, не сломал, не утонул, чтобы ты целенаправленно шел к одной задаче. Именно фокусировка внимания, терпешка. А вот можно, если перенести на будний день, то есть вот это долгосрочная цель, Да. это классно. А какие есть, вот, может быть, лайфхаки, практики? Вот я заметил, мне сложно стало читать книги. Да, очень простое упражнение. Таких миллион техник, таких миллион. Возьми циферблат часов. Например, поставь секундную стрелку. И постарайся смотреть на секундную стрелку, не отвлекаться на другие мысли в течение 5-10 минут. Все. Если ты это сможешь делать, у тебя ты сможешь вообще концентрироваться на любой задаче. Супер. Это простое упражнение. Давайте Вот попрактикуем. попробуйте, и вы большинство увидите, что у вас через 30 секунд начнет чесаться, Мысли. какая-то мысль появится, тебе хочется встать или еще чего-то взять и так далее. Тренируй. Следующее. Когда ты разговариваешь с человеком, вслушивайся в 3 вещи. Что новое он говорит, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. Вот смотришь телевизор, смотри 3 вещи. Вот эта говорящая голова в телевизоре, что новое говорит, с чем ты не согласен, цифры, даты, имена. Вот ты со мной разговариваешь, вслушивайся в 3 вещи. Что он говорит новое для меня, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. То есть вот это называется концентрация внимания или фокусировка. Ну и, наверное, книги сами по себе Как тоже. только ты начнешь, да, вот чтение книг – это огромная концентрация внимания. А вот есть какая-то рекомендация, как мне вот классно хочу вернуться теперь в чтение, вы меня аж вдохновили, поскольку и как лучше начать, чтобы вот потом, я помню просто, вы очень сильно пропагандируете чтение. Да. Да, вот как это сделать? Какая тут есть практика? Я рекомендую зайти сейчас в интернет и посмотреть 2-3 статьи, либо зайти в чат GPT и задать вопрос, как научиться за 1 час скорочтению. Мгм. Все. Именно большая ошибка читать от корки до корки. А как надо? Мы сегодня говорили, мозговой штурм ради чего делается? Ради Чтобы одной одну идеи. идею, Ради да, одной идеи. да. Книга ради чего была написана? Ради Ради одной одной идеи. идеи. Так. Да, у человека есть какая-то ключевая мысль, Да. и он разработал, написал, развернул эту мысль в течение 300 страниц. Все. Вот задача заключается тебе. Вот многие люди думают, что вот я должен читать от корки до корки каждое слово. Ну хорошо, давайте прочитаем так книгу. Попробуйте, пожалуйста, через месяц прочитать эту книгу. Вы увидите, что вы найдете новых много тысяч идей. Не надо думать, что читая от корки до корки, ты поймал все мысли. Так. На самом деле там есть одна ключевая мысль, якорная, из десяток другой. Для тебя в этот Да, момент времени. да, в этот момент нужно. И когда ты нашел эту мысль в этой книге, Да, достаточно. все, ты поймал вот эти 5-6 мыслей, 10 мыслей, сколько ты поймал, все. Даже если ты потерял мысль в этой книге, ты найдешь в 40 других. Вопрос только в том, ты за это время прочитал одну книгу или 40. Вот и все. Либо ты одну мысль поймал, либо 40 идей. блин, это меняет отношение к Конечно. А я думал, все. Нет, вот, конечно. читаем. Именно вот И это. поэтому это да. мешает. И у многих, особенно современных детей, есть вот это нежелание, невозможность. И когда ты сейчас зайдешь в интернет, и ты попросишь 2-3 статьи, как научиться за час скорочтению, ты узнаешь, что научиться скорочтению можно за час, и прочитать книжку можно за 2-3 часа. Все, вот это вся мысль. И, конечно, у детей возникает вот это, у многих детей, у многих людей исчезает вот этот страх перед огромной тоннами литературы. Просто изменили точку зрения на чтение книг, если честно. Спасибо вам большое, начну уже сегодня. Итак, у нас новая рубрика «Вопрос-ответ». Теперь в конце постоянно будем задавать вам вопросы. Вы будете на них, вернее, вы будете задавать нам вопросы. Супер. Да, так что погнали. 4 вещи, которые позволяют тебя делать, не делать или делать успех. Первое – это четкая цель. Четкая цель. Ты должен понимать точность. Это самое важное. Именно мозг не понимает неточностей. Он ленится, он четко не понимает, чего ты хочешь. Поэтому четкая цель. Второе – это сфокусированность.
сфокусироваться, как только что я сказал, книгу не читают ради всех миллион слов, которые там написано. Нужно сфокусироваться на 2-3 ключевых задачах, мыслях. Поэтому сфокусироваться, Брюс Ли говорит, я не боюсь людей, кто знает много ударов. Я боюсь человека, кто знает один удар, и его постоянно тренирует. Третье, терпешка. Не хватает терпения. Четвертая вещь – это люди. Вас делают успешными люди. Согласен, 100%. Что такое мотивация? Вообще, если дать официальное определение, мотивация – это оцененный и ставший потребно значимый образ предмета. То есть человек мыслит картинками. То есть мотивация – это когда ты что-то бессознательно хочешь. Например, тебе хочется пить. Это мотив. Тебе хочется писить. Это мотив. У тебя есть чувство голода. Это мотив. И это заставляет тебя двигаться вперед. Ты можешь, конечно, задержать дыхание, но это чувство не исчезнет. Ты, конечно, можешь задержать и не пить воду, но чувство жажды будет усиливать. Вот точно так же существуют мотивы и в деньгах, и в людях, и в связях. Вот вы любите ребенка, вот это мотив его защищать. Супер. Хороший вопрос. Я скажу, нету такой серебряной пули, которой там выстрели и убьешь там любую цель. Я всегда рекомендую такую книгу, называется «Атомные привычки». В чем суть ее? Нельзя просто вырабатывать привычки. Нельзя быть хорошим. Вообще это неправильно. Мы все полны недостатков. И оставайтесь не с недостатками. Вы четко должны понимать, что мешает достижению твоих целей. Вот сегодня понравился пример Армана, что он начал заниматься боксом. Давайте поймем очень простую вещь. Как олимпийский чемпион стал олимпийским чемпионом? Очень просто. Он каждый день делал один и тот же набор ударов. Он просто каждый день делал одну вещь. Вот точно так же сейчас, вот кто слушает, вот коли такой формат Арман создал здесь, очень простую вещь. Вот сейчас сядьте и напишите, пожалуйста, 10-12, это условные цифры. Напишите, во-первых, поставьте цель, которую вы хотите. Вот какую-то цель. Второе, напишите 10-12 привычек. Если вы будете делать каждый день, вы достигнете этой цели. Супер. Очень простая вещь. Вообще. Все. Привычки формируются 66 дней. Сразу хочу сказать, не надо думать, что там 21 день, 20 дней. 66 дней. Некоторые привычки будут отваливаться, появляться. Вот так появляется привычка к многозадачности. Или однозадачности, без разницы. Хороший вопрос. Вообще, если честно сказать, такого баланса не бывает. То есть, да, но если вот так совсем вот так. В чем прикол? Бог сделал так, если где-то пребывает, значит где-то убывает. Все наверняка вы знаете, что такое сообщающиеся сосуды из школы. То есть, если ты сидишь на работе, значит, ты меньше уделяешь время семье. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в принципе, такого баланса нету, конечно. Единственный вариант – это попытаться выстроить тайм-менеджмент и привычки. Две простые вещи. Вот можно я тут поделюсь своей практикой, именно как я пытаюсь вот этот баланс как-то хоть спасти. У меня каждую неделю приходит уведомление на телефон: выпиши колесо жизни. Ну, это стандартная история, где ты выписываешь все сферы, я ее оцениваю субъективно, просто типа вот это на 8, это на 6, а это на 2. Понимаю, что ниже 7 я уже над этим буду работать в течение следующей недели. И я просто прописываю конкретные действия, которые я должен сделать в той сфере, которая у меня провалилась. И переношу эти действия в календарь, чтобы точно их исполнить. Даже если это сфера детей, то я должен запланировать с ними там киноночь или что-то еще. Это очень для меня важно. И второй момент, по-любому, остальная часть, которой я не уделил внимания, она просядет. Но если посмотреть это сверху, вот так в течение месяца, то я, по сути, был в каждой сфере как минимум раз в неделю. Поэтому вот пользуйтесь. Да, если перевести на человеческий язык, у вас должен быть привычки. И второе – это органайзер. Очень простая вещь. Органайзер. Органайзер – это ваш тайм-менеджмент. Если вы спросите, с чего начать, как сделать и так далее, я всегда рекомендую книгу «Как привести дела в порядок» Дэвид Аллен. Все. Прочитайте книжку. Вторая книга «Атомные привычки». Вот эти две книги вам дадут волшебный пендель. Во всяком случае, 80% глюков у вас закроется. Я всегда говорю, не тупите, да? Да. Просто простая вещь, не тупите. Читайте книги. Да. Вот все, очень простая вещь. Часто говорят: Александр Васильевич, вот вы где, вот это, у кого вы учитесь и так далее, и так далее. Вот вам понравился какой-то тренер, это всего лишь мнение одного человека. Книга – это разговор с выдающимися людьми, которые за 5-6 часов тебе рассказывают 25-30 лет своей жизни. Да. Все, просто читайте. Супер. Спасибо вам большое. Мы в конце всегда что-то дарим от гостя за комментарий.
Это такая уже традиция наша стала. Вот что можем от вас подарить? Ну, я много, конечно, о чем можно сказать. Есть вообще один из проектов, который я строю, это 100 книг на казахском языке. Это вот 100 книг на казахском. Вот книги, которые я вот сейчас рекомендую, все эти книги переводятся на казахский язык. Переведено примерно 20 книг. Мы можем 10 людям подарить 10 книг. Супер. На Отлично. казахском языке, вот, которые вот я рекомендую лично, и прям вот взять у нас и подарить 10 людям, по какому критерию вы сами Да, решите. просто нужно написать инсайт и как вы будете применять его в жизни. И за это мы подарим вам, получается, Книгу, Аджиксен Васильевич да. дарит книгу на казахском языке. Да, это именно деловую литературу. Супер, отлично. Пишите свои инсайты, комментарии, и мы рандомно выберем 10 человек. Аджиксен Васильевич, вам большая благодарность. Вам спасибо за приглашение. Я очень сильно кайфанул, знаете, это действительно было похоже на переписку с чатом GPT. Любая тема, типа, а как вот ребенка пеленать? Раз, два, три, четыре, пять. Это было очень круто, надеюсь, вам тоже очень понравилось. Благодарю вас. Спасибо.